Свечной анализ, свечные паттерны — универсальный язык, на котором мы все трейдеры общаемся. И сегодня я расскажу вам некоторые, скажем так, детали, некоторые особенности использования свечных паттернов для начинающих трейдеров. А если вы уже смотрели мой мини-курс, который доступен на моем сайте, достаточно зарегистрироваться, и вы сразу получите доступ. Там мы более детально разбираем не только сами паттерны, но и условия, в которых эти паттерны свечные лучше применять. Сегодня я немного продолжу развивать эту тему свечных моделей, свечных паттернов, потому что ничто иное, как график, дает нам очень много информации. И если мы используем эту информацию в правильное время, в правильной последовательности, мы получаем отличные результаты. В общем, давайте работать. И сейчас мы с вами смотрим на минутный график. Все, что я буду рассказывать в дальнейшем, актуально для любого другого вашего периода, любого другого вашего таймфрейма. И один из паттернов, про который я очень часто говорю, я хочу сегодня больше на нем остановиться. Почему? Ну, давайте это зафиксируем, потому что когда мы говорим про price action паттерны, да, PA, price action, то есть это у нас получается свечные паттерны, да, свечные паттерны. И когда мы говорим про свечные паттерны, нас интересует два важных критерия. Первый критерий – это частота паттерна, то есть насколько часто он появляется. А второй критерий – это надежность паттерна, надежность. И вот здесь возникает вопрос, какие паттерны соответствуют этим двум критериям – надежности и частоте. То есть он должен достаточно часто появляться, не раз в неделю, и при этом отрабатываться хотя бы, я не знаю, там 60 и далее процентов в плюс. И один из таких паттернов называется бар силы. Бар силы. Это очень информативный и очень часто встречающийся паттерн в трейдерской среде. Бар силы. Что это за сигнал? Давайте возьмем сегодняшний пример, который был по индексу Великобритании. Но еще раз, абсолютно неважно, какой это график будет у вас. И посмотрим. Так, сделаю. Сначала дам некоторые характеристики бара силы. Да, что это такое? Бар силы. Смотрите. Возьмем пример, который был сегодня. Если это бычий бар, то, как правило, это самая длинная свеча за последние как минимум 10 свечей. У этой свечи отсутствует верхняя тень или нижняя тень, или обе. Допускается, что совсем небольшие хвостики могут быть. Угу. То есть мы можем сказать, что максимальное смягчение, да, требований — это то, что есть некоторые хвостики сверху и снизу, да, то есть верхняя и нижняя тень. В идеале она вообще отсутствует, что верхняя, что нижняя тень. То есть это самая длинная свеча за последние минимум 10 свечей. Она, как правило, выделяется. Вот даже если вы посмотрите на этот график, вы заметите, что вот эта свеча определенно среди других выделяется. Да? Она самая длинная, она самая большая. И очевидно, что она самая большая за последние 10 свечей, да. Очевидно, что она не имеет верхней и нижней тени явной, там совсем небольшие хвостики, то есть большую часть, да, этой свечи занимает тело. И мы квалифицируем этот бар как бар силы. Это первая, скажем так, группа паттернов, да, бара силы. Это стандартный бар силы. Но есть нестандартный бар силы, который является просто монстром среди всех свечных паттернов. И этот бар силы выглядит таким же образом. То есть вот он бар силы. Вот он бар силы. Да, все то же самое, маленькие хвостики пусть будут, не страшно. Но куда важнее, что происходит по левую сторону. И настоящий, скажем так, самый мощный бар силы, он представляет из себя то, что перед этим баром мы можем увидеть несколько вот таких свечей, как зеленых, так и красных, вообще совершенно неважно. То есть некая зона
консолидации, да, некая зона неопределенности. То есть много-много мелких свечей, и в этих свечей плюс-минус одна зона, да, скажем, сопротивления. То есть эти хвосты примерно на одном уровне. И вот эта свеча, бар силы, она буквально очищает, я это называю очищающий бар силы, она буквально очищает, пробивает всю эту зону сопротивления, всю эту кучку, да, шайку-лейку, разгоняет. И вот этот бар силы свидетельствует о том, что крайне вероятно будет дальнейшее движение вверх. И чуть позже, в следующих видео, я на сайте еще опубликую новый тренинг, как торговать, какие дальше происходят, что дальше с рынком происходит. Поэтому обязательно зарегистрируйтесь на сайте, и там же вы можете подключить мою систему на 5 дней, самый такой базовый вариант, посмотреть, как это работает, и уже начать, скажем, извлекать прибыль из рынка, потому что там уже все правила отрепетированы и отработаны, достаточно их внедрять на своих графиках. В общем, регистрируйтесь, смотрите, и обязательно посмотрите первую часть этого тренинга. Понятно, да? То есть вот два бара силы. То есть один просто, вот одна большая свеча, вот как здесь мы видим, выскочка, да, скажем. А вот второй бар силы. Да? И тот, и другой выглядит одинаково, но и тот, и другой немножко имеет разное назначение. Появление вот этого бара силы в сочетании с вот этой областью консолидации указывает на то, что будет продолжение в его сторону с очень высокой вероятностью от 60 до 80%. А когда мы видим вот этот бар силы, здесь тоже высокая вероятность продолжения, но имеет значение, в каком контексте он появился. Понимаете? То есть каждый бар силы, он может означать, например, вот эта большая бычья свеча может означать как истощение быков, то есть последний, да, их такой вот последний le chance финаль, да, вот, а может означать продолжение. Так вот, когда консолидация, это означает чаще продолжение. Когда консолидации нет, но перед этим уже был некий рост, вот эта огромная свеча может означать завершение движения. И вот сейчас мы посмотрим с вами на индекс Великобритании. Еще раз подчеркну, что совершенно не имеет значения, какой рынок вы торгуете, да, потому что везде это одинаково, да, как я сказал, универсальный язык, на котором мы все общаемся, трейдеры. И вот конкретно в этом примере мы можем заметить следующие моменты. Вот смотрите, вот, например, бар силы, он появился, да, мы не видим, что он какую-то кучку, да, там, консолидации пробил, то есть ценности никакой особой он не несет, как сигнал продолжения тренда. Более того, если мы посмотрим по левую сторону, мы видим, что уже был рост, и это бар самый длинный среди всех. Вот это, он, то есть, появился не в начале, а чуть ли не после там, получасового или даже часового роста. Это имеет большое значение. Мгм. И если бар силы вот этот вот является очищающим, то этот бар силы бар истощения силы. То есть, когда рынок буквально делает последний рывок и обычно разворачивается. И теперь возникает вопрос, а как я могу, скажем, с одного и того же бара, да, с одной и той же свечи в одном случае покупать, а в другом случае продавать? Итак, на sell. Что я хочу увидеть как трейдер, чтобы торговать, например, этот бар силы на sell? Безусловно, я хочу увидеть некую структуру слева, то есть уровень. Я вижу этот бар, и сразу первая мысль, если у меня ключевой уровень, у меня есть определенные уровни, которые я использую, я не использую все подряд, я использую только те, которые мне автоматически рисуются роботом. Вот эти вот красные и голубые прямоугольники – это ключевые уровни, которые меня интересуют. Вот этот бар силы уперся вот в самую макушку сопротивления. Понимаете, да? Это вот очень важно, потому что ты здесь не можешь априори покупать вот в этой точке. Дальше идем еще к одной важнейшей детали. Вот прям вот это запишите, зафиксируйте. Вот смотрите, у вас появился бар силы, скажем, вот это вот. И если после этого бара силы нет продолжения банкета, как я называю, то есть нет новых восходящих свечей, вот бар появился и все, и финал, да? Вот как здесь мы видим вот на этом примере, смотрите. Все. Это очень вероятная ситуация, что рынок может развернуться. И здесь вы уже начинаете, скажем так, подтверждать вход в рынок.
То есть вы не сразу входите, да, здесь, а вы ждете подтверждения и тогда заходите в рынок. Потому что, видите, после этой свечи, вот большой бычьей, не было продолжения. Рынок просто замерз и остановился. Это вот как раз и есть, давайте это запишем, да, это если очищающий бар силы, то это бар истощения силы. То есть, чтобы вы знали, чтобы вы понимали, в каком контексте тот или иной бар используется. Этот бар, вот этот первый, да, назовем его 1, так скажем, это 2. Первый бар, он появился после очень мелких свечей, консолидации и пробил все максимумы одновременно, то есть закрылся выше всех. В идеале это 4-5 свечей. И тогда мы ожидаем, что если бар бычий, будет продолжение вверх. А второй бар, бар истощения сил, он наоборот, он появился уже после движения. Видите разницу? Первый бар появился в начале движения, скажем так, после консолидации, это консолидация, а второй бар сил уже после роста появился. У первого бара силы шансы на продолжение высокие, у второго бара силы все зависит от того, будут ли после него, после вот этого большой свечи, новые свечи вверх. Если нет, то крайне вероятно будет падение. Плюс, если слева есть сопротивление, то это значительно увеличивает шансы на то, что этот бар силы, да, и бар истощения, точнее, силы будет дальше снижаться, цена будет снижаться после его появления, поэтому, когда вы видите такую огромную свечу, вас не должно это пугать, да, потому что это абсолютно нормальное явление. И вот если мы посмотрим прямо сейчас на правую сторону графика, мы увидим еще один бар силы. Вот он, видите? Огромный бар силы. Если мы посмотрим, это самая длинная уже медвежья свеча за последние несколько дней. Извините, за последние несколько минут. И если мы поставим сюда горизонтальную линию, мы увидим, что рынок пришел прямо на поддержку. То есть бар истощения силы. Угу. Бар истощения силы. Давайте это подрезюмируем, чтобы вы это все для себя зафиксировали. Потому что невероятно полезно. И не забывайте смотреть первую часть. Она на сайте thetrader.ru. В разделе «Блог» я ссылку оставлю под этим видео. Итак, мы резюмируем. Для бара силы и бара истощения силы характерно следующее. Бар силы – это у нас продолжение тренда чаще всего. Бар истощения силы – это разворот тренда чаще всего. Разворот тренда чаще всего. Бар силы появился после консолидации, а этот появился после роста. Да, если мы говорим про бычий бар силы. Бычий бар силы – это sell, это buy.